Привет, меня зовут Стас Быков. Сегодня затронем очень важную тему, на которую стоит обратить свое внимание. Есть предпосылки к тому, что YouTube могут заблокировать или замедлить к нему работу. В любом случае нужно подготовиться. На данный момент есть 5 платформ, на которые стоит также обратить свое внимание и прямо сейчас начать с ними работать. Зарегистрироваться там, начать изучать принципы работы данной платформы, да, как делается оптимизация, переливать уже контент с YouTube туда. Если это не пригодится, ничего страшного, да, то есть мы будем дальше работать на YouTube. Но на всякий случай стоит использовать дополнительные ресурсы, которые сейчас есть в бесплатном доступе. Погнали! Итак, говорю все из своего опыта, как есть, и в случае блокировки, конечно же, не хочется потерять всех подписчиков, всю аудиторию, которая у вас уже есть. Прямо сейчас начинайте уже перегонять аудиторию на другие площадки. Одна из них это Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзене я уже больше года работаю так вот стабильно, да, и переливаю ролики один в один. То есть я на YouTube записываю и делаю копию на Яндекс.Дзен. Вот у меня один из аккаунтов, как вы знаете, у меня два моих персональных канала на YouTube, да, и здесь также на Яндекс.Дзене 2 канала. Сейчас мы посмотрим доход за последние 30 дней по вкладке видео. Мы видим, что в принципе 191 рубль, 100 рублей, 100 рублей, 200 рублей, да, этот доход, он ниже, чем на YouTube, но тем не менее он есть. И нужно понимать, что это все мне практически достается бесплатно, потому что я не трачу время на изготовление отдельного контента для Яндекс.Дзен. Вот у меня есть канал, видите, ролики про Swift, там 2600 просмотров, там 244 просмотра, 238, 93, какие-то заходят, какие-то не заходят. Самое главное, загружайте сюда именно как видео, не как пост. Вот сейчас я нахожусь в Яндекс.Дзен студии, плюсик нажимаю, видите, есть статья, пост, видео, трансляция. Мы с вами выбираем видео до 5 часов. И точно так же, как и на YouTube, загружаем, пишем название, описание. У меня здесь один в один они дублируются. Вот давайте про Swift посмотрим. Вот ролик открылся. Дальше есть описание, есть активные ссылки, есть название. Точно такая же оптимизация. И самое главное, что эти ролики, которые я загружаю сюда, они также индексируются в поисковой системе Яндекса. То есть по ключевой фразе их тут тоже могут находить. Поэтому это отличная альтернатива. И начните ее использовать. Ссылку на свой Дзен канал я оставлю в описании. Тоже переходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться в случае блокировки YouTube. А мы переходим ко второму варианту. Это, конечно же, Рутуб. Конечно, это матерное слово для кого-то. Я понимаю, что не все его долюбливают, но альтернатив не так много. То есть видеохостинг, который является копией YouTube, это Рутуб в России. Сейчас я перешел в свою Рутуб студию, да, видим, здесь есть видеоролики. Я начал активно работать на Рутубе, потому что я понимаю, что это также источник трафика. Недавно я записывал видео, что ролики с Рутуба индексируются и в Яндексе, и в Гугле. В Гугле сейчас не знаю, не могу точно будет перепроверить, да, но в Яндексе они индексируются. Их можно найти по ключам, и мы видим просмотры 500, 400, 500, 600, 1000 просмотров. Плюс также здесь можно подключать монетизацию. Я монетизацию пока здесь не подключал, потому что недавно только выполнил требования. Нужно набрать 5000 просмотров на своем канале, там принять оферту, да, и нажать «Стать партнером». Этим я займусь в следующих видео, чтобы не пропускать. Ну, наверное, переходите на Рутуб, ссылочка будет на него в описании, там подписывайтесь, потому что это важно, да, чтобы не потеряться в интернете, всегда нужно подписываться на другие альтернативы. И эти сервисы, о которых я сегодня говорю, да, они российские, то есть в любом случае к ним будет доступ, их не заблокируют. И вот так вот я сейчас веду также свой Рутуб канал. Здесь у меня эксклюзивные ролики, то есть я отдельно. На YouTube их нет, в Яндекс.Дзене их нет, то есть я индивидуально пишу сюда ролики и смотрю на эффективность. Я вижу, что если уникальный контент, то действительно он лучше продвигается и больше активность. Поэтому тоже рассмотрите и дальше не пропускайте ролики, когда я подключу монетизацию, буду показывать, сколько выходит. Но также можно партнерские программы на Рутубе продвигать. Следующее это ВК Видео и Одноклассники. Я их объединил, потому что активно в данный момент я их не использую, но пока мало кто знает, да,
что в ВК есть отдельный раздел «Мои видео», и мы видим, здесь есть не так много роликов, многие я удалял, пока не активно вел. Ну вот за 3 года видим 800 просмотров, 3 месяца 300 просмотров, опять же 3 месяца практически 500 просмотров. Здесь также тоже можно зарабатывать на рекламе, которая будет показываться на видеороликах. Конечно же, это пока небольшие просмотры, небольшие деньги, но сами понимаете, если доступ к YouTube будет заблокирован, все рекламодатели, они перейдут на российские платформы, на, опять же, Яндекс.Дзен, на Рутуб, на ВКонтакте, на Одноклассники. Здесь есть отдельный раздел, который связывает, точно так же, как и на YouTube, все ваши видеоролики. То есть есть лайки, просмотры, другие видеоролики, да. То есть это целая экосистема, которая работает вместе. И тоже используйте, зарегистрируйтесь, начните снова активно вести ВКонтакте, потому что нужно понимать, что активность в российских социальных сетях, она будет развиваться, потому что сами понимаете, что сейчас во внешнем мире происходит, да? Поэтому ВК тоже отличный способ. Следующее — это пульс от мейла. Я его, конечно же, пока не использовал, только изучаю его, но как вариант здесь тоже можно вести свой блог. И предлагаю вам начать изучение, может быть, вместе со мной. Да, в следующих роликах я буду показывать, как я зарегистрирую себе аккаунт, да, как буду его вести, какие методы здесь работают вообще. Но это также альтернатива. Здесь тоже можно размещать статьи, можно размещать видеоролики. И пятый путь, то есть где также мы сможем с вами вести свой блог и зарабатывать на этом, это свой сайт. Я думаю, многие уже знают, что у меня есть свой личный персональный сайт stasbykov.ru. Здесь я размещаю текстовые статьи, также статьи с видеороликами или просто видеоролики. Что это мне дает? То есть чем больше трафика будет у меня на сайте, тем больше будет откручиваться реклама, рекламных баннеров, там различных всплывашек, да, за которые я буду получать деньги. Плюс на своем сайте, когда вы его создаете, можно продвигать партнерские программы. Ну вот, например, я купил веб-камеру Logitech Brio. Вот ссылочка на нее идет. Видите, мы появились на Яндекс.Маркете. И когда человек переходит Яндекс.Маркет по уникальной реферальной ссылке, видит, что человек пришел от меня. Дальше он совершает покупку, и Яндекс.Маркет делится со мной процентом. Там 5, 10, 15, 20 в зависимости от условий партнерской программы. И таких партнерских программ также много. Да, вот я с Яндекс.Маркетом сейчас сотрудничаю. Вы заметили, как вся экосистема выстроена внутри, да, это очень важно. Здесь риск блокировок он минимален, и это отличные альтернативы. Свой сайт я вообще всегда рекомендую, потому что с 2004 года я активно занимаюсь разработкой сайтов, сейчас обучаю созданию сайтов. Вы видели мои бесплатные уроки и полноценные видеокурсы от и до, да. И, конечно же, тоже рассмотрите эту возможность. Самое главное, приобретайте именно хостинг, который не подвержен санкциям. И там уже раскатывать движок сайта WordPress, и вы сможете писать статьи, размещать видеоролики, размещать партнерские ссылки. Вот эти вот 5 способов, они действительно помогают. Помогают найти дополнительный трафик в случае блокировки или замедления YouTube. Обязательно рассмотрите, в комментариях можете написать, чем вы уже пользовались, и пишите вопросы, может о чем-то более детально и подробнее вам рассказать. Все ссылки будут на мои соцсети в описании под этим видео, переходите везде, подписывайтесь, чтобы не потеряться в интернете, и ждите следующих видео. Всем добра!